Привет, YouTube! Сегодня покажу вам, как я провожу сервисное обслуживание жестких дисков просто для профилактики или в случаях, когда диск не определяется системой и начал нестабильно работать. Еще лет 5 назад приобрел такой вот набор с кучей бит. Но в разборке жестких дисков чаще всего приходится работать с 6-звездочной битой T6. Но иногда можно встретить болты под банальную плюсовую биту. Сам диск разбирать вам крайне не рекомендую, да это и не понадобится. Сама плата соединяется с внутренностями диска посредством контактов, которые со временем окисляются и покрываются оксидной пленкой, что и способствует нарушению контакта и плохой проводимости информации от платы к диску и наоборот. Сами болты в большинстве случаев не магнитятся. Сняв плату, мы видим со стороны диска контакты считывающей головки и привода мотора диска. А со стороны платы как раз и можем наблюдать эту контактную группу, которая очень сильно окислилась. Очистить контакты можно и домашним средством, смешав уксус с солью. Это средство мгновенно очищает медь до золотого блеска, сняв всю оксидную пленку. Но тут этот способ не применим, так как потом фиг смоешь с платы этот раствор. Поэтому я использую для очистки контактов обычный ластик для стирания карандаша, которому уже куча лет. Вы же выбирайте ластик максимально мягкий и будьте предельно осторожны, чтобы не посрывать дорожки и иные полезные детали с текстолита платы. Поэтому советую предварительно осмотреть плату и составить в голове план мест, которые лучше избегать при очистке, потому что мелкие SMD компоненты срываются на раз. Тут мы очищаем именно информационные контакты, по которым течет слабый ток, потому как даже малейшее нарушение электропроводности может значительно повлиять на работу диска и его здоровье.
Контакты мотора шпинделя чаще всего не нуждаются в очистке, так как они большого размера, площадь соприкосновения и токи там тоже большие. Но лишним протереть не будет никогда. Контакты со стороны диска я вам крайне не рекомендую трогать, так как они тоненькие и без должного опыта вы просто их испортите, что многократно увеличит стоимость ремонта вашего диска. Собирая диск, болты сразу не затягивайте. Сначала наживите, а после затяните. Также не будет лишним аккуратно пройтись ластиком по наружным контактам платы. А я пока на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал и пока.